Весной Виктор работал на строительстве небольшого загородного дома. Рабочий день уже подходил к концу, когда он отправился к штабелю досок за оставшимися материалами. Неожиданно среди деревянных балок мужчина услышал едва различимый писк. Сначала он решил, что это птица или мышонок, но звук повторился снова. Осторожно разобрав несколько тяжелых досок, Виктор увидел крошечного новорожденного малыша. Он был настолько маленьким, что помещался на ладони. Глаза еще не открылись, тело покрывал редкий пушок, а определить, к какому животному относится найденыш, было практически невозможно. Мужчина обошел всю стройку, надеясь найти мать или других детенышей, но вокруг никого не оказалось. Оставлять малыша погибать он не смог и забрал его домой. В интернете Виктор пытался определить, кто это может быть, однако ответы были самыми разными. Одни предполагали, что это лисенок, другие — волчонок или даже детеныш енотовидной собаки. Первые недели оказались самыми сложными. Найденыша приходилось кормить специальной молочной смесью каждые несколько часов, согревать грелкой и постоянно следить за его состоянием. Мужчина никогда раньше не ухаживал за такими маленькими животными, поэтому многому учился буквально на ходу. Постепенно малыш окреп. У него появились первые зубы, шерсть стала гуще, а сам он с каждым днем становился активнее. Он всюду следовал за Виктором, встречал его после работы и с удовольствием играл со старым теннисным мячом. Но даже спустя несколько месяцев мужчина не мог с уверенностью сказать, кого именно воспитывает. Однажды на стройку приехали новые рабочие. Один из них, увидев подросшего питомца, улыбнулся и спросил, где Виктор нашел этого щенка. Мужчина удивился и ответил, что до сих пор не знает, кто это. Тогда коллега рассказал неожиданную историю. За несколько дней до начала строительства сотрудники одной из местных организаций забрали с территории стройки бездомную собаку вместе со всеми новорожденными щенками. Животные прятались под деревянными поддонами, и их успешно перевезли в приют. Скорее всего, во время погрузки один малыш случайно закатился глубоко под сложенные доски. Его просто никто не заметил. Именно поэтому он остался совсем один. Виктор понял, что несколько месяцев пытался разгадать большую тайну, а ответ все это время был совсем рядом. Перед ним рос самый обычный дворняга, которому просто невероятно повезло встретить человека в самый трудный момент. С тех пор мужчина часто говорил, что не он выбрал собаку, а маленький щенок сам однажды нашел своего хозяина. И если бы в тот вечер он не услышал тихий писк среди досок, эта история могла закончиться совсем иначе.